приветствую всех подписчиков и гостей канала, кто смотрит это видео. На этот раз дорога нас привела в город Ворокляны. Я 100 раз проезжал мимо, на этот раз решил заехать посмотреть город и вам показать, для ясности. Едем мы со стороны Резекна. Начинаем небольшую экскурсию. На правой стороне по ходу движения, от дороги метров 200, виднеется дворцово-парковый комплекс, бывшая вотчина рода Борхов. По правой стороне, судя по рекламе, делают гранулы для отопления, сам не пользуюсь, но где-то слышал, что хорошее. Нам направо, сворачиваем. На знаке указано 2 километра, но знак Ворокляна почти сразу за поворотом. Странно, может до центра, 2 километра. Ну да ладно, едем дальше. Переезжаем речку Кажево, город Ворокляны небольшой, центр одноименного уезда. Город расположен на востоке Латвии, в исторической области Латгалии. Ворокляны находятся в 207 километрах от столицы по автодороге Рига-Резекна. Местность впервые упоминается в письменных источниках как Варкланд, по-немецки Варкланд, под 1226 годом, когда она отошла в подчинение рижскому архиепископу. Под 1483 годом тут уже упоминается городское поселение. С 1538 года земли были пожалованы роду Борхов. После раздела Польши в 1772 году Ворокляны отошли Российской империи. По левой стороне Вороклянская средняя школа и стадион. В 1784 году получили статус местечка. В 1789 году граф Михаил Борх построил в Вороклянах дворец и при нем парк, сохранившийся до наших дней. Кстати, усадьба – самое старое здание города. После национализации усадьбы в 1920 году в нем разместили гимназию. С 1997 года усадьба – краеведческий музей Ворокляны, в котором также работает туристический центр. По левой стороне почта и аптека. Подъезжаем поближе к центру и на перекрестке, по правой стороне, воинское братское кладбище. Далее католическая церковь Святой Марии, построенная в период с 1851 по 1854 год. 11 февраля 1928 года Ворокляны получили статус города. В составе Латвийской ССР Ворокляны с 1949 по 1956 год был центром района. По левой стороне здание Вороклянского самоуправления, напротив центральная городская площадь. До периода первой независимости Латвии Ворокляны были волостным центром в Режецком уезде, ныне Резекненский край, Витебской губернии. За площадью по правой стороне католическая церковь Святого Виктора, построенная в 1814 году. Возвращаясь к сказанному о районах, уездах. Помнится, в прошлом году 2020 какие-то терки были насчет административно-территориальной реформы, и даже суд Сатверсме хотели привлечь. Вкратце, вороклянцы хотели примкнуть к Мадонскому краю, даже опрос был. И умыкнуть в Видземе, но парламент решил все-таки присоединить к Резекненскому краю, и Ворокляны остались в Латгалии. Не знаю, хорошо это или плохо, время покажет. Проехали центр города, едем по улице Ригас, как можно понять из названия улицы, в сторону Риги, по сторонам улицы жилые дома. Наша небольшая экскурсия по улицам города Ворокляны почти закончилась. Далее продолжаются жилые дома, лесной массив, опять жилые дома. Так вот, любуясь окраиной города, едем к знаку границы города. На этом наша экскурсия заканчивается. Спасибо всем, кто смотрел до конца.
Не судите строго, если где ошибся или что-то не досказал, и где-то не проехал. Если будет желание что-то сказать или спросить, не стесняйтесь, пишите в комментариях, постараюсь всем ответить, и может именно ваш город, или даже не обязательно город будет следующий на моем пути, куда я заеду. Всем еще раз спасибо и до новых встреч в эфире.